Всем привет! Меня зовут Диана. В Инстаграм вы знаете меня как Behead Handmade, а это мой канал на YouTube о вязании крючком и спицами. В этом видеоуроке мы с вами научимся вязать вот такую вот уютную корзинку из джута с отворотом. Вяжется она крючком, самыми простыми столбиками без накида. У нее квадратное дно, но углы получаются достаточно плавные, за счет чего создается такой очень уютный, мягкий эффект. Для ее вязания нам понадобится джут. У меня джут халва от магазина пряжи Центр. По промокоду BEHEAD на весь ассортимент этого магазина вы получаете скидку 5%. Итак, у меня халва, толщина нити L. Здесь в моточке 100 метров. Толщина нити 3 мм, номер крючка 4,8. Я буду вязать крючком 5 мм. Также нам понадобятся ножницы и игла для того, чтобы прятать кончики. Давайте приступим к вязанию. Я моточек заправлю в моталку. С ней вязать намного удобнее. Ссылку, где можно купить такую моталку, я оставлю в описании. Джут – это натуральное волокно. У него есть ворс, ниточка такая достаточно ворсистая, неоднородная. И при вязании из джута нужно быть готовым к тому, что у вас будет все-таки этот ворс опадать. Лучше всего вязать где-то за столом, чтобы потом можно было легко все это убрать. Также в нити может попадаться мусор. Это нормально для джута. Мы его просто аккуратненько убираем. И продолжаем вязать дальше. Итак, нашу корзинку мы начнем вязать с дна. Дно – это у нас квадрат. Посмотрите, пожалуйста, на схему. А я сейчас подробно покажу, как он вяжется. Итак, для начала мы должны сделать с вами кольцо амигуруми. Кладем ниточку на руку, оборачиваем. Здесь перекрещиваем. Берем крючок, 5 мм у меня крючок. Я взяла крючок 5 мм для того, чтобы корзинка была более мягкая. Итак, сделали петлю на руке. Теперь заводим крючок под ниточку, которая у нас лежит на руке. Захватываем рабочую нить, вытягиваем вот так вот петельку и провязываем. Теперь в кольцо амигуруми нам нужно провязать 8 столбиков без накида. То есть в нем должно быть 8 столбиков без накида. Мы провяжем 7. Сейчас расскажу почему. Итак, провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь кольцо немножечко затягиваем. Аккуратно. И теперь будем делать соединение. Как раз наше соединение и будет как бы имитировать 8 столбик. Вытягиваем немножечко подлиннее последнюю петлю, которая у нас на крючке. Дальше в первую петельку заходим крючком с изнанки на лицо. Вот так. Набрасываем на крючок нашу петельку длинную, которую мы вытянули. Вытягиваем ее на изнанку. Спускаем ее с крючка. Дальше вот под эти две ниточки, это у нас как раз вот эта вот длинная петля, которую мы вытягивали, заводим крючок и набрасываем вот эту петлю на него. Дальше захватываем рабочую нить, протягиваем через петельки на крючке и провязываем. И посчитаем. Вот это у нас первая петелька. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все верно. Вот эту вот ниточку можем отрезать покороче. И сразу же мы ее сейчас с вами вяжем.
Просто ее будем вот так вот класть на петельки и постепенно вязывать. Так, в следующем ряду мы должны уже начать делать прибавки. Прибавки будем делать по 3 столбика без накида в один столбик предыдущего ряда. И будем их чередовать с одной одиночной петелькой. Итак, в следующую петлю провяжем 3 столбика без накида. Заводим крючок под обе петельки. Здесь эту ниточку будем ввязывать. Вот так вот ее сверху кладем. Захватываем рабочую нить. Провязываем первый столбик без накида. И сюда же мы провязываем еще 2. Петельку у второго столбика мы будем вытягивать чуть больше, чем петельки первого и третьего столбика в прибавке. Это делается для того, чтобы наши углы были более очерчены, более заметны. Итак, провязываем сюда еще третий столбик без накида. Вот у нас в одну петельку мы провязали 3 столбика без накида. В следующую петлю мы провязываем 1 столбик без накида. В следующую, вот она у нас, снова 3 столбика без накида. Итак, 1. У второго немножечко вытягиваем вот эту ниточку чуть выше. 2 и 3. Все, провязали. Дальше в следующую мы провязываем 1 столбик без накида. В следующую петельку мусор убираем. Провязываем снова 3 столбика без накида. Среднюю петельку вытягиваем чуть побольше. Именно эти петельки, средние у нас в прибавках, будут образовывать углы. Провязали. Дальше снова у нас 1 столбик без накида. В следующую петельку провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И теперь соединяем ряд. Вытягиваем петельку, заводим крючок под первую петлю с изнанки на лицо. Набрасываем нашу длинную петлю, выводим ее на изнанку. Здесь заходим крючок под 2 петельки. Набрасываем петлю, но крючок можно немножечко подтянуть. Захватываем рабочую нить, вытягиваем на лицо петлю и провязываем. Чтобы себя проверить, можем посчитать петельки. В этом ряду их должно быть у нас 16. Начинаем считать с первой петли, которую мы провязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все верно. Вот такой уже небольшой квадратик у нас образовался. В следующем ряду уже между углами мы будем провязывать по 3 столбика без накида. Прибавки будем делать в самые верхние петельки, да, получается в средние петельки прибавки предыдущего ряда. Итак, сюда мы провязываем 1 столбик без накида. Дальше в следующую петельку, это она у нас была как раз средняя в прибавке, мы провязываем снова 3 столбика без накида. 1 короткий, второй вытягиваем подлиннее и третий снова покороче. Дальше мы должны с вами провязать 3 столбика без накида, одиночных. Вот у нас следующая петелька, провязываем сюда 1 столбик, дальше в следующую петлю 2 и в следующую петельку 3. И третий одиночный столбик у нас уже пришелся на первый столбик из прибавки предыдущего ряда.
Поэтому здесь у нас уже идет средняя петелька из прибавки предыдущего ряда. Мы сюда провязываем снова прибавку, то есть 3 столбика без накида. Один покороче, второй подлиннее и третий снова чуть покороче. Вот так. Провязали. Дальше снова у нас 3 одиночных столбика без накида. 1, 2, 3. Дальше в следующую петлю провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Снова 3 одиночных столбика. 1, 2, 3. В следующую петельку прибавка, которая состоит у нас из 3 столбиков без накида. 1, 2, 3. И нам осталось провязать столбик без накида вот сюда, в последнюю петельку, и сделать соединение. Здесь у нас уже один столбик мы с вами провязали, один столбик провязали в конце, и между ними сейчас соединение будет выступать третьим одиночным столбиком. Вот так. На этом этапе у вас должно получиться уже 24 петельки. Идем дальше. Смотрим. Здесь у нас уже мы прибавку будем провязывать вот сюда. В этом ряду это у нас получается 1, 2, 3, 4 ряд. В 4 ряду у нас между углами будет уже по 5 одиночных столбиков без накида. Итак, первый у нас есть, второй провязываем. Дальше провязываем снова одиночный столбик без накида. И здесь у нас вершинка предыдущего уголка. В нее мы провязываем 3 столбика без накида. Второй из которых чуть выше первого и третьего. Дальше провязываем 5 одиночных столбиков без накида. Снова дошли до вершинки угла и провязываем сюда 3 столбика без накида. Дальше снова 5 одиночных столбиков без накида. Вершинку угла 3 столбика без накида в одну петельку. 1, второй подлиннее и 3. Снова 5 столбиков без накида одиночных. Три столбика в вершинку угла предыдущего ряда. 1, 2 и 3. И довязываем ряд. Смотрим. Здесь у нас осталось провязать 1, 2 и сделать соединение. Вытягиваем,
выводим на изнанку, заходим под петельки, накидываем петельку и провязываем. Мы с вами провязали 4 ряда. В следующем ряду у нас уже между прибавками будет с вами по 7 одиночных петель. Итак, вяжем 1, 2, 3 одиночных столбика без накида. Дальше доходим мы до уголка, вяжем в него тоже 3 столбика без накида, но уже в один столбик, то есть делаем прибавку. И дальше провязываем 7 столбиков без накида одиночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали, дальше снова у нас уголок. Мы вяжем в него 3 столбика без накида. Провязали, уголок сформировали и вяжем 7 одиночных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше снова уголок и в него прибавка из 3 столбиков без накида, второй из которых длиннее первого и третьего. Снова 7 одиночных столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова в уголок 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И довязываем ряд. Здесь у нас остается провязать 3 столбика без накида одиночных. 1, 2, 3. И соединяем ряд. Далее 6-й ряд, в котором у нас между прибавками будет по 9 одиночных петель. И я уверена, что вы уже поняли алгоритм вязания квадрата. Между прибавками, между углами в каждом последующем ряду количество одиночных петель увеличивается на 2. В этом ряду, как я уже сказала, мы провяжем уже 9 одиночных столбиков без накида. Итак, вяжем 1, 2, 3, 4. Теперь у нас уголок. Мы провязываем 3 столбика без накида в одну петлю в уголке. И дальше вяжем 9 столбиков без накида одиночных. Вяжем уголок. 1, 2 и 3. Дальше снова
9 одиночных столбиков без накида. 1, 2, 3. Уголок. 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И заканчиваем этот ряд. Итак, я закончила 6-й ряд и перехожу к вязанию 7-го. В 7-м ряду у нас между прибавками с вами будет уже по 11 одиночных столбиков. Все вяжется аналогично предыдущим рядам, поэтому здесь уже я подробно останавливаться не буду. Провязываем по 3 столбика без накида в уголки. И между углами провязываем по 11 одиночных столбиков без накида. Все, я провязала 7 рядов, и такой величины дна мне будет достаточно для моей корзинки. Следующим этапом мы с вами должны обязательно провести для нашего квадрата, для нашего дна будущей корзинки ВТО. Это влажно-тепловая обработка. Можно проводить с помощью утюга. Кладете сверху ткань и утюгом с паром проходитесь с лица и с изнанки. Расправляете руками, даете высохнуть. Если у вас отпариватель, еще проще. Просто отпаривайте с обеих сторон. Также поправляете все руками, чтобы он у нас был ровненький, наш квадрат. Кладете под что-то тяжелое, под пресс и дожидаетесь полного высыхания. Джут сохнет довольно долго, поэтому дождитесь обязательно. И уже после этого можно приступать к вязанию стенок. После того, как вы сделаете ВТО, вы удивитесь, насколько джут станет мягче, приятнее на ощупь, поэтому никогда не пренебрегайте влажно-тепловой обработкой изделий и частей изделий в процессе их изготовления. Давайте проведем ВТО для нашего дна. С помощью отпаривателя это делается очень просто. С обеих сторон отпариваем. С отпаривателем можно не бояться, что у вас что-то прожгется. Подошва не очень горячая. Все. Вот таким образом отпариваем с обеих сторон заготовку. Теперь поправляем все руками. Уголки потянем, чтобы они у нас были более ярко выраженные. То есть мы придаем нашему квадрату форму квадрата, чтобы стеночки были ровные. Все, и уже в таком виде мы его полностью высушиваем. Кладем на него пресс, что-то тяжелое. Итак, я отпарила заготовку для нашей корзинки, для нашего дна, и она у меня уже полностью высохла. Теперь мы можем приступать к вязанию стенок. Здесь все очень просто. Вяжем все точно так же, только на углах мы уже не делаем прибавки. И постепенно стеночки у нас начнут подниматься. Будем вязать на ту высоту, которая нам необходима для нашей корзинки, с учетом того, что нужно будет еще сделать отворот. Итак, начинаю вязать просто столбики без накида.
в каждый столбик предыдущего ряда по одному столбику. Еще раз повторю, что на углах мы уже прибавки не делаем. Для этой корзинки мне не нужно, чтобы уголки были четко выражены, углы. Она должна быть такая мягкая, уютная. Поэтому здесь я углы провязываю как обычно, то есть просто без всяких заморочек вяжу столбики без накида. У меня на канале есть видео, ссылочку я вот здесь вот оставлю, где я показываю, как сделать для квадратной корзинки четкие углы. Итак, мы вяжем ряд за рядом. Вот видите, у нас уже начинает немножечко загибаться первый ряд стенок. Соединять ряды будем точно так же, как мы это делали на дне корзинки, бесшовным способом. Очень простая в исполнении корзинка, можно ее вязать из любого материала, из трикотажной пряжи, из шнура, из всего, что вам нравится. Будет отлично смотреться она в любом интерьере. Вот я подхожу к концу первого ряда стенок и делаю соединение. Все так же, как я делала на дне. Вот первый ряд стенок мы уже провязали. Немножечко его можно вот так уже согнуть, чтобы стеночки начали формироваться. За счет того, что мы здесь никакого перехода не делаем между стенками и дном, у нас немножечко еще дно расширится. То есть оно не будет вот конкретно вот таким, да, как мы его связали. То есть в ширину корзинка будет немножечко еще вот здесь внизу расширяться. Имейте это в виду, когда вяжете дно, если вам нужно, например, какого-то конкретного размера корзинка. И я начинаю вязать второй ряд стенок. Просто вяжу по кругу. Довязываю второй ряд стенок, делаю соединение. И начинаю вязать третий ряд. Я думаю, здесь уже вам все понятно, никаких сложностей не возникнет. Давайте провяжем корзинку на нужную нам высоту, учитывая то, что мы еще будем делать отворот. И затем с вами встретимся, будем уже заканчивать вязание. Итак, я провязала все ряды. У меня их получилось 15. Мне для моей корзинки этого достаточно.
Давайте сейчас я измерю высоту, какая она у меня получилась. Около 14 сантиметров. И дно у меня было... Очень часто вы задаете вопросы по размерам дна. Дно было 12 сантиметров. Теперь что делаем дальше? Вот моя последняя петелька. Я уже отрезаю джут. И эту петельку полностью вытягиваю. Вытягиваю на лицевую сторону. Теперь завожу крючок под первую петельку. Захватываю ниточку. Вытягиваю ее наизнанку. Здесь ее вот таким образом кладу. И захожу крючком в последнюю петлю. За перемычку под ней и в петельку. Крючок у меня вышел посередине вот этой вот последней петли. Снова захватываю ниточку и вытягиваю ее наизнанку. Таким образом мы с вами аккуратно завершили последний ряд, соединили последний ряд. Немножечко можно еще подтянуть, чтобы все было аккуратно. И теперь с помощью иглы мы эту ниточку спрячем. Можно делать это также тонким крючком, например. Мне удобнее делать это иглой. На изнанке прячу наш хвостик под петельки, пропуская его в разных направлениях. Вот сейчас я его пропущу вниз. Итак, я пропустила вниз. Теперь немножко уйду в бок. Теперь снова вниз, уже по другому ряду. И могу немножечко подняться наверх. То есть самое главное вот это вот сделать в разных направлениях, чтобы у нас максимально закрепился хвостик. Все, ниточку я отрезаю. И теперь нам осталось снова нашу корзиночку отпарить. Посмотрите, какая она получилась. Видно, что она квадратная, но углы у нее очень плавные. Этого эффекта я и хотела добиться. Сейчас я ее отпарю, и после того, как она полностью высохнет, я сделаю отворот и буду заканчивать мастер-класс. Все, корзиночка моя полностью высохла, и сейчас я сделаю отворот. Аккуратно загибаю край корзинки. Сделаю его немножечко пошире. И вот и все. Вот такая вот замечательная, уютная корзинка из джута у меня получилась. Уверена, что у вас тоже все замечательно получилось. Можно связать размером меньше, размером больше, составить из них целый комплект. Я думаю, будет отлично смотреться, впишется в любой эко-интерьер. По высоте с отворотом она у меня получилась 9 сантиметров. Очень красивая и интересная форма корзиночки. И на этом мой мастер-класс по корзинке с отворотом окончен. Вяжите на радость себе и своим близким. Всем пока!